Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом дуже смачного тіста для печених пиріжків. Воно м'якеньке, довго не черствіє, а підійде до будь-якої солодкої начинки. Ну а начинка сьогодні дуже цікава. Напишіть, будь ласка, в коментарях, готували ви з такими ягодами чи ні. Опару ставлю на кефире и воде. Беру 1 к 1 по 125 грамм. Если кефир взяли холодный, подогрейте сильнее воду и проверьте, чтобы эта смесь была приятно теплой. Выливаю в миску для замеса. Добавляю прессованные дрожжи. Можете заменить сухими активными. Берите в 2,5 раза меньше. Перемешиваю, чтобы они немного растворились. И добавляю муку. 150 грамм из общего количества. Опару ставлю без добавления сахара, но она не густая, поэтому подойдет быстро. Вымешиваю до однородности, накрываю, чтобы сверху не подсыхало, и оставляю для подъема. Пока она подходит, я приготовлю продукты. Для теста понадобится 2 яйца, я беру средние и у меня домашние. 1 желток я отделила для смазывания пирожков, но его будет много, поэтому я чуть-чуть отделяю, добавляю в тесто. А к оставшемуся добавлю 2 чайные ложки воды. Перемешаю, затяну пищевой пленкой, чтобы не подсыхало. Добавляю сюда соль, пакетик ванильного сахара, обычный сахар и растительное масло. Беру без запаха. Здесь 50 грамм, но выливаю не все. Немного оставляю для вымешивания теста. Где-то столовую ложку. Под видео в описании всегда есть рецепт с точным количеством продуктов, поэтому открывайте и смотрите. Иногда там оставляю и дополнительную информацию. Все это хорошо перемешала и жду, пока подойдет опара. За 25 минут вот так вот хорошо подошла опара. Пористая, воздушная. Выливаю сюда подготовленные продукты, немного перемешиваю и высыпаю муку. Но не всю, а пару столовых ложек оставлю. Буду смотреть по тесту. Если понадобится, вмешу ее на столе. Начинаю замес, как всегда, ложкой, чтобы не так вымазывать руки. Ну а домешивать, конечно, надо руками. Вот так вот хорошо его перемешиваю. Добавляю сюда растительное масло, то, которое оставляла. С ним легче вымешивается тесто, не так прилипает к рукам. Хорошо собираются все сухие крошки, которые остаются на дне. Продолжаю вымешивать в миске вот таким вот образом, до однородности. Подхватываю тесто рукой, не пальцами, а набираю полную руку. Тогда она не так устает. И хорошо вымешиваю, растягивая тесто. Оно уже становится более эластичным, не так легко разрывается, отходит от донышка. Вот теперь можно его домешивать на столе. Высыпаю ту муку, которую оставляла. Возможно, добавлю еще немного. Вы тоже смотрите по своему тесту. Тесто можете замесить машиной. Я для вас делаю ручной замес. Знаю, что она не у всех есть. Но для себя замешиваю машиной. Это намного легче и быстрее. Подтягиваю краешки в середину. Обваливаю тесто в муке и продолжаю вымешивать. По чуть-чуть ее подсыпаю. И вот теперь смотрите по тесту. Если оно остается очень липким, немного муки добавьте. Если видите, что справитесь, смазывайте коврик растительным маслом и вымешивайте на масле. Вот, видно, что тесто начинает цепляться к коврику. Еще достаточно липкое, но муки больше добавлять не буду. Смазываю коврик растительным маслом. Руки тоже. И продолжаю вымешивать. На вот таком вот тесте получатся очень мягкие и пышные пирожки. Но его еще надо домесить. Замешивайте так, как вам удобно. Сразу его, конечно, порастягивайте. А потом можно его таким вот способом. Во время вымешивания тесто становится более эластичным и менее липким. Но в конце я его отбиваю. Ударяю со всех сторон. Не надо сильно. И пару минут будет достаточно.
вы руками сразу почувствуете, как меняется тесто во время отбивания. И вот посмотрите, какое получается тесто. Гладкое, очень мягкое остается, но можно сказать не липкое. Если немножко и прилипает, то на руках не остается. Подкатываю в шар. Миску смазываю маслом. Накрываю и оставляю для подъема при комнатной температуре. Сейчас лето, тепло, этого будет достаточно. Прошло 40 минут. Посмотрите, какое шикарное тесто. Делаю ему обминку. Тесто очень мягкое, приятное, просто как шелковое. Под руками пищит. И на поверхности много-много маленьких пузырьков. Снова накрываю и оставляю где-то на полчаса. Прошло полчаса. Тесто снова хорошо подошло. Подкатываю в жгутик и делю на 14 кусочков весом по 70 грамм. На канале уже есть тесто на кефире и на растительном масле. Но готовила я на нем пирожки с соленой начинкой, с капустой. И говорила, если хотите со сладкой, добавьте больше сахара. Отработала вам рецепт для сладкой начинки. Тесто получается вкусное, пирожки очень мягкие. И мне кажется, что они даже не черствеют. Обязательно попробуйте этот рецепт, я уверена, что тесто вам понравится. Теперь все эти кусочки подкатываю в плотные шарики. Сразу выдавливаю большие пузыри воздуха, прижимая тесто к столу. Потом краешки подтягиваю в середину, тоже придавливая. И округляю. Тесто мягкое, хорошо подкатывается, даже донышко получается ровным, без ямочки. Чем плотнее подкатаете тесто, тем лучше оно раскатается в ровную лепешку. Пирожки получатся пышные со всех сторон. Не будет тонкого теста, меньше будут разрываться. Все, накрываю и оставляю минут на 10. Тесто за это время отдохнет, еще немножко подойдет, клейковина расслабится, и оно будет более удобное и податливое в работе. Легче будет раскатываться. Ну а пирожки у меня сегодня с шелковицей. Вы, наверное, таких еще и не готовили. Но так как она просто сладкая, у нее нет выраженного вкуса, поэтому в начинку на каждый пирожок желательно добавить по несколько ягод, смородины, малины, 3-4 ягодки. Этого будет достаточно для кислинки и для более выраженного вкуса. Или пару вишенек. Но можно приготовить и только шелковицей, тоже будет вкусно. И обязательно сахар, уже подготовленный, перемешанный с кукурузным крахмалом. На каждые 100 грамм сахара беру 10 грамм крахмала. Это чайная ложка с большой горкой. Время прошло, раскрываю тесто и оставляю на полминутки, даю ему немного подсохнуть. Разделывать тесто можно как на растительном масле, так и на муке, как вам удобнее. Подпыляю сверху тесто, коврик. Каждый шарик еще дополнительно со всех сторон обваливаю в муке. Так тесто легче раскатывается, не прилипает к скалке. И раскатываю в круглую лепешку. Переворачиваю гладкой стороной вниз, это будет верх пирожка. И точно так же раскатываю все остальные. Не делайте их сильно большими, тонкими. Раскатайте так, чтобы только поместился сахар и начинка. Но как масла, так и муки не добавляйте много, чтобы оно лучше склеивалось. Шовчики будут более крепкие, и сок из начинки меньше будет вытекать. Сразу раскладываю сахар, набираю по полной чайной ложке. И только потом сверху ягоды. Не делайте наоборот. Иначе сахар на ягодах будет таять, начинка сверху будет мокрой, и вам очень неудобно будет залепить пирожок. Сразу раскладываю шелковицу, а сверху малину. У меня она не крупная, поэтому добавляю по 5 ягодок. Старайтесь ягоды не давить, ну и начинки побольше. Пирожки делаю самые обычные, лодочки. Можно сделать и треугольные. Слепляю посередине и только потом по уголочкам. Еще раз хорошо его защипываю, прохожусь по всему шовчику. Подтягиваю, чтобы пирожок не был такой, как вареник. Загибаю
этот гребешок в сторону, придавливаю. Все, шовчик хорошо закрыт, и получается вот такой вот пирожок. Можно и по-другому. От середины в одну сторону слепляю пирожок. Такой вот кулечек получается. И теперь закрываю эту сторону. Так намного быстрее и удобнее. Только хорошо вот здесь вот придавливайте. Начинки много. Если где-то ягоды выдавливаются в одну сторону, бочок, вы их поправляете, раскладываете по длине пирожка. И вот так вот в стороночку. Вот такой получается пирожок снизу. Он будет лежать, придавится шовчик и, надеюсь, не раскроется. Посмотрите, как много начинки. Пирожки будут очень вкусные. Большие, сочные. На этот шов много теста натягивать не надо. Он должен быть тоненьким. Если будет толстый пирожок, может при подъеме перевернуться в одну или в другую сторону. Руки по надобности смазывайте растительным маслом. Если делаете двойную порцию, не раскатывайте сразу все тесто, раскатайте столько, сколько ложится на один листик. Разложите начинку, сделайте пирожки. Они будут подходить, а вы сделаете следующие. Иначе тесто под начинкой быстро подходит. Там начинает сахар с ним взаимодействовать. И вам тяжело будет лепить пирожочки. Теперь по одному бочку смазываю растительным маслом. Они будут лежать плотненько, соприкасаться друг с другом. И чтобы хорошо разорвались, чтобы не выпадала начинка, бочок один надо смазать маслом. Именно тот, который будет соприкасаться со следующим пирожком. Вот смазанный бочок и не смазанный. Вот так вот они будут лежать на листике. И выпекаю на силиконовом перфорированном коврике. Я уже его много раз показывала. Это такая сеточка. Прошло 20 минут. Смазываю пирожки, аккуратно, не надавливая на тесто, и заливать их желтком не надо. Просто смазывайте со всех сторон, бочка, верхушку, и этой смазки вам обязательно хватит. Все пирожки смазала, и вот только теперь включаю духовку на разогрев, температура 180 градусов. Пока она нагреется, на это понадобится 10, но максимум 12 минут. Пирожки за это время еще немного подойдут. Желточек подсохнет, и буду выпекать. Вот посмотрите, еще осталось даже на один пирожок. Обязательно подсушивайте желток, тогда колеровка на пирожке получится более яркая, блестящая и красивая. Пирожки испеклись, выпекались они 24 минуты при температуре 180 градусов, средний уровень духовки, подогрев вверх-вниз без конвекции. На последние 5 минут поставила их на уровень ниже, чтобы получше подпекалось донышко. После полного остывания перекладываю их на решетку, а на этом коврике остывают они хорошо, донышко не потеет. И посмотрите, какое оно красивое. Ровненькое, сухое. Шовчики хорошо закрыты, сок нигде не вытекает, хотя внутри пирожки сочные и начинки много. Девочки, пирожки — это самое вкусное, что можно приготовить дома на каждый день. С начинками экспериментируйте, подойдут любые ягоды, фрукты. И еще раз повторюсь, так как вы проматываете, не слушаете видео полностью, на этом тесте они долго остаются мягкими. Храню я их в контейнере под крышкой. После полного остывания складываю стоя, закрываю крышкой, и так они долго сохраняют свою свежесть. Ну и покажу их на разломе. Тесто пышное, очень мягкое. Как я уже сказала, начинки много, сочные внутри. Получаются они очень вкусные. Готовьте с удовольствием і приятного вам чаєпітія. А якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за подобайки. А постійним спонсором мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди бажаю вам всього найкращого.